При подготовке документов на грин-карту EB-1 для заявителей одним из самых сложных критериев часто бывает такой критерий, как научные статьи, scholarly articles. Что именно USCIS считает scholarly articles? Где публиковаться? Как понять, что статья действительно подходит под критерий? Сегодня нам поможет разобраться иммиграционный юрист Татьяна Аристова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте. Татьяна, можете рассказать, что считается научными статьями, scholarly articles? Есть ли какое-то четкое определение или рамки, чтобы человек понял, подходит ли его публикация? Дело в том, что это довольно, скажем так, определенный критерий, то есть в отличие от других критериев, где человек, может быть, будет думать, закрывает он этот критерий, не закрывает, традиционно этот критерий является достаточно простым. То есть человек должен публиковать статьи именно научного или, скажем так, образовательного, или по-английски используется такое слово, как learned articles, то есть статьи, посвященные его профессиональной работе, профессиональной деятельности, предназначенные для других профессионалов в его области. Это не обязательно научные статьи, но, тем не менее, вот статьи, которые подходят под данный критерий, это статьи профессионального характера, которые опубликованы либо в профессиональных изданиях, либо в trade, то есть это, в общем-то, можно считать тоже профессиональными, но не научными, а именно относящимися к какой-то профессии изданиями. И также они могут быть опубликованы в том, что называется major media. Именно этот выбор, предоставленный в законе, выбор площадок для публикации, позволяет думать, что довольно широкий спектр материалов может квалифицироваться как scholarly articles. Буду использовать этот английский термин, потому что вот перевод научной статьи немного не точен. Поэтому здесь довольно большое количество публикаций может теоретически подходить под этот критерий. Мы можем начать, может быть, с каких-то классических примеров. То есть классический пример такой публикации является статья, посвященная, например, научному исследованию, опубликованная в научном журнале. Это классика жанра. Значит, статья, очевидно, прошла то, что называется peer review, то есть другие ученые посмотрели на эту статью, прежде чем она будет опубликована, дали свои отзывы, рекомендовали статью к публикации. Дальше иногда в некоторых профессиях немного другой порядок оформления, не всегда статьи проходит то, что называется peer review, и не всегда статьи касаются именно вот какого-то предмета научных исследований. Поэтому если статья касается, например, какого-то профессионального вопроса, то она тоже может квалифицироваться как scholarly article, хотя именно с точки зрения науки она научным исследованием или научной публикацией не является. Насколько важен фактор рецензирования? Обязательно ли нужен peer review или достаточно какого-то другого признания профессиональным сообществом? Требование peer review не является обязательным. Значит, очень важно, так же, как и во всех других критериях, относящихся к требованиям петиции EB-1, показывать, что данные доказательства подтверждают, что заявитель является одним из лучших специалистов в своей области. Поэтому если статья прошла peer review, то, безусловно, это повышает ценность и значимость данной статьи. Однако, если peer review не было, само по себе это не дисквалифицирует публикацию, но очень важно понимать, что, например, рецензии на статью могут подтвердить ее значимость или использование этой публикации кем-то, ссылка на эту публикацию, презентация этой публикации на уважаемых форумах. Все это, опять же, может служить доказательством того, что автор может претендовать на звание того, кто является одним из лучших на вершине своей области, и таким образом это требование закрыть. Скажите, пожалуйста, если статья не академическая в традиционном смысле, но глубокая, какая-то аналитическая по профессиональному направлению заявителя, то может ли она считаться scholarly для USCIS? Опять же, USCIS применяет вот такой критерий, как аудитория данной статьи, направленность данной статьи, насколько данная статья, публикация направлена на профессиональную публику и насколько данная публикация действительно предназначена для профессионалов, используется профессионалами, представляет
ценность для профессионалов. Ну, например, возьмем фотографа. Фотограф, например, может не писать научную статью, но он может опубликовать какие-то фотографии, которые для профессионала показывают что-то нужное, важное и полезное. Значит, соответственно, данная публикация будет предназначена для профессионалов, но не будет представлять собой именно научную статью. И опять же, если данная статья или публикация, книга, монография выходит в уважаемом издании, возможно, там есть рецензия, возможно, там есть вводная статья уважаемого редактора и другие признаки того, что данная публикация действительно пользуется уважением в данной области, вот все это нужно для того, чтобы закрыть этот критерий. Можете подсказать по поводу площадок для публикаций? Подходят ли отраслевые медиа, подходят ли какие-то, ну, например, если человек в техиндустрии, то какие-то технологические блоги, или вот часто нас спрашивают в комментариях и в Телеграме публикации на Medium, на блог-площадках или вообще на Reddit. При каких условиях такие площадки могут работать или нет? Ну, как всегда, с USCIS все достаточно субъективно, но есть общие, скажем так, подходы и тенденции. Вот в рамках общих требований, подходов и тенденций USCIS считает, что публикация может засчитываться только если существует уважаемая редколлегия, которая осуществляет отбор материалов для публикации. И в данном случае такие вещи, как Medium или Reddit, не подойдут. Хотя, опять же, вот все у нас изменяется в наш электронный век, и вполне возможно, когда-нибудь в этих площадках тоже будет какое-то сообщество, которое будет проходить отбор, цензуру, рецензирование. Тогда, возможно, значимость этих площадок или вот этих внутренних сообществ в рамках этих площадок повысится. Но вот на сегодняшний день достаточно маловероятно, что публикации на таких вот нерецензируемых площадках, где любой человек может опубликовать абсолютно все, что угодно, убедила бы USCIS, что данная публикация является, опять же, признаком того, что заявитель является одним из лучших специалистов в своей области и закрывает именно этот критерий. Хотя, опять же, я могу легко представить себе сценарий, в котором, например, несправедливое научное сообщество, как иногда говорят, зарубило статью и не дало ей опубликоваться. А вот человек опубликовал где-нибудь в архиве или на Medium, и пошли ссылки, и пошли упоминания, и пошел, так сказать, эффект в научном сообществе, и в итоге эту публикацию, возможно, и можно будет засчитать. То есть все зависит от конкретных ситуаций, от конкретных идей, их значимости, признания и общего контекста. Очень часто вот критерии, которые человек пытается закрыть в петиции B1, они как такой многоголосый хор. Они поют в гармонии, и один критерий помогает другому и помогает заявителю закрыть необходимое количество критериев. Вот вы сказали про цитирование, про упоминание в научном сообществе данной статьи. Какую роль играют метрики вроде лайков, репостов, просмотров, комментариев? То есть обращает ли USCIS внимание на такие метрики? Метрики, естественно, рознь. Существуют такие метрики, как, например, индекс Хирша. Довольно сложно подсчитываться, не буду углубляться в детали, но вкратце он связан с количеством публикаций и количеством ссылок на публикации у данного специалиста. Это, безусловно, уважаемая метрика, на которую USCIS обращает внимание. Если мы говорим о лайках, то лайки вряд ли убедят USCIS в том, что данный человек является одним из лучших на вершине своей области. Вот, однако какая-нибудь золотая кнопка в YouTube, возможно, произведет впечатление. То есть там, где начинаются уже какие-то миллионные цифры, там уже можно убедить USCIS в том, что данная вещь действительно имеет большое общественное значение, поскольку привлекает людей не сотнями, не тысячами, а миллионами. Вот. Если никаких миллионных таких вот показателей нет, то такие достаточно простые вещи, как лайки, комментарии или даже ссылки, или даже просмотры, вряд ли убедят USCIS
в том, что человек действительно является редким, уникальным специалистом. Уважаемые зрители, если у вас есть ваша какая-то история, ваш кейс, если у вас есть вопросы по данному критерию или в целом по грин-картам EB1 или по другим грин-картам, то, пожалуйста, обратитесь к лицензированному адвокату. Татьяна Арестова является лицензированным юристом с 25-летним опытом. В данном видео мы не даем юридический совет, это исключительно в образовательных целях. Мы в Визанау помогаем собрать и организовать документы на грин-карту, но всегда перед какими-то юридическими действиями проконсультируйтесь с адвокатом. Если для вас это актуально, то подписывайтесь обязательно на наше видео, делитесь с вашими коллегами, друзьями и задавайте вопросы, конечно же. А я продолжу по критерию Scholarly Articles для грин-карты EB1. И, Татьяна, у меня такой вопрос. Как необходимо или желательно оформлять данный критерий? Какие бумаги, какие документы помогают в подготовке и оформлении критерия? Да, очень хороший вопрос. Безусловно, если у человека есть такая вещь, как Google Scholar Profile, то этот профайл из Google Scholar стоит распечатать. Это хорошее доказательство публикации. Если этого профайла нет, то стоит приложить копии либо публикаций, если их не очень много, они не очень большие, либо хотя бы первых страниц публикации. Стоит приложить статистическую информацию насчет просмотров, насчет тиража, насчет вообще значимости того издания, в котором была публикация. Если материала совсем немного, может быть, стоит приложить информацию об организаторах данных изданий, чтобы показать, что это уважаемое отраслевое издание, например. Стоит приложить еще какую-то информацию, которая повышает значимость данной публикации в глазах офицера, показывает, что публикация не просто это такая проходная, а что она действительно свидетельствует о вашем статусе как выдающегося эксперта в вашей области. То есть, безусловно, каждый критерий, во всяком случае, когда мы работаем над кейсами, мы каждый критерий выделяем отдельно. И по данному критерию, вот как я уже сказала, стоит приложить информацию не только о подтверждении самого факта публикации, но стоит приложить и дополнительную информацию о значимости форумов, изданий, площадок, на которых публикация имела место. А может ли помочь рекомендательное письмо или какие-то отзывы от других людей, чтобы подтвердить значимость данного критерия? Да, безусловно, если публикация не произошла в каких-то, безусловно, значимых местах, ее значение нужно доказывать, то рецензия может помочь очень сильно. Стоит прикладывать CV, то есть биографию рецензента, показывать, что он является экспертом в данной области. И суть рецензии, в общем-то, должна быть таковой, что она должна подчеркивать не только scholarly, то есть научный или профессиональный характер данной публикации, но и свидетельствовать о значимости этой публикации в целом и подтверждать, что данная публикация подтверждает каким-то образом, что вы один из лучших специалистов в вашей области. Если статья написана в соавторстве, то подходит ли такая статья для критерия? Да, безусловно, Policy Manual на сайте USCIS напрямую подтверждает, что статьи, написанные в соавторстве, принимаются. Какие наиболее частые ошибки приводят к отказам по этому критерию? Какие могут быть заблуждения у заявителей? С чем вы сталкиваетесь? Иногда приходят люди с петициями, например, которые не мы подавал какой-то другой адвокат, и, возможно, не разобрался в данном критерии, и люди дают публикации, которые никоим образом не носят ни профессионального, ни научного характера. Вот такого рода публикации данный критерий не закрывают. Но здесь уже мало что можно изменить. Скажем так, обидными ситуации являются, если публикации действительно имели место, но материал не был должным образом представлен. То есть либо, например, люди предоставили просто перечень публикаций без никаких доказательств. В принципе, в научном сообществе такое практикуется. Человек составляет свое CV, перечисляет там публикации, но, например, распечатку из Google Scholar он к этому не прикладывает, поскольку есть какие-то нормы взаимного уважения, и считается, что вот если человек написал, что он является автором, наверное, он является. Вот в USCIS это не так. Нужно давать доказательства публикаций,
И профайл в Google Scholar важен, также хорошо предоставить физические копии публикаций, то есть установление самого факта публикации очень важно, ну и представление информации, как я уже говорила, об издании, о редколлегии, может быть, каком-то ведомстве, которое публикует данные вещи, очень полезны для доказательства именно значимости этих публикаций. Вы могли бы подсказать, как USCIS относится к публикациям, которые не научные в традиционном смысле, а носят обучающий характер, например, технические разборы, методологии, гайды? Это вообще считается как scholarly article? Безусловно, как мы уже упоминали, если данная публикация предназначена для профессионалов, то она считается и должна считаться именно тем, что подразумевается под scholarly articles. Если мы говорим о каких-то обучающих материалах, предназначенных, ну, например, для детей, то здесь немного более тонкий вопрос. Для кого действительно предназначена эта публикация? Для детей или, например, для других преподавателей? То есть здесь всегда можно тоже сделать такой аргумент, что невзирая на то, что обучающий сам по себе материал предназначен для каких-то непрофессиональных пользователей, что вот они являются как бы конечной аудиторией, но так как данный материал, он используется другими профессионалами в процессе обучения, то фактически он предназначен для них. И вот такие вещи, например, иногда вызывают вопросы у USCIS, и нужно пояснять, что вот фактически аудиторией является не столько сам начинающий какой-то художник, например, а является именно тот человек, который будет этого начинающего художника обучать. Поэтому, безусловно, здесь есть место аргументу, есть место объяснениям, пояснениям и каким-то вещам, которые человек должен доказывать офицеру USCIS. У меня финальный вопрос. Если у человека нет публикаций, но есть экспертность в отрасли, как ему оценить, стоит ли ему инвестировать время в статьи ради этого критерия? Какие шаги могут вообще помочь подготовить достойный материал? Вообще понять, как, где публиковаться, чтобы это было признано scholarly? То есть с чего вы порекомендовали бы начать? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я являюсь противником такого подхода, что вот факты биографии каким-то образом подгонять под EB1 критерии. Если вам для вашего профессионального развития стоит или хочется сделать такую публикацию, поскольку она может помочь вам показать свою экспертность в профессиональном сообществе и каким-то образом развить свою карьеру или удовлетворить какие-то амбиции за счет этих публикаций, безусловно, публикуйтесь там, где вам кажется это приемлемым и необходимым. Однако подгонять свою жизнь и подгонять свои какие-то достижения под критерии USCIS, безусловно, не стоит, поскольку, опять же, достижения, которые у вас есть или будут для того, чтобы претендовать на EB1, должны показывать, что вы один из лучших специалистов вашей области. А вот эту вершину как бы специально с целью получить грин-карту не взять. Вы должны действительно быть экспертом, вы должны быть одним из лучших специалистов, и вот этот успех в плане закрытия критериев должен складываться натуральным и естественным образом, а не из какой-то подгонки, как вот когда-то в школе мы пытались подогнать под ответ решения математической задачи. Обычно из этого ничего хорошего не получалось, и задачу приходилось все-таки сначала решать по правилам. И мы, безусловно, призываем заявителей действовать по правилам и не заниматься какими-то искусственными нагромождениями доказательств, которые потом не вызовут позитивной реакции у USCIS. Уважаемые зрители, мы тоже призываем всегда все делать по правилам. Если у вас есть юридические вопросы, то обязательно обращайтесь к лицензированному адвокату. Все ссылки здесь под видео в описании. Татьяна, на самом деле вы помогаете разобраться в сложных вопросах. От лица всех наших зрителей и слушателей спасибо вам большое, что помогаете разобраться. Спасибо вам, спасибо, уважаемые зрители и слушатели. Спасибо. Пускай все ваши визы будут одобрены. Встретимся в Америке. Пока.